Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о том, как избавиться от жира на животе и почему интервальное голодание является отличным способом сделать это. Жир на животе беспокоит миллионы людей. Он также известен как висцеральный или абдоминальный жир. Если с подкожной жировой прослойкой все просто, когда она накапливается, мы начинаем замечать лишние бока, то с висцеральным жиром такой номер не пройдет. Он нарастает на органах брюшной полости и незаметен невооруженным глазом. Единственным сигналом висцерального ожирения может стать увеличение объема талии и выпирающий живот. Реальную опасность для здоровья жир на животе будет представлять в том случае, если объемы талии превышают у женщин 80-88 см, а у мужчин 90-100 см. Самое главное, что нужно знать об этом типе жира, это то, что проблема заключается вовсе не в калориях. Я знаю, вы наверняка слышали, что решением всего, что касается жира, будет сокращение калорий и увеличение физической нагрузки. Но так просто это не работает. Жир на животе также известен как опасный жир, и это не потому, что он сам по себе опасен, а потому, что он производит токсины, которые вызывают хроническое воспаление, повышают уровень сахара, разрушают сосуды и плохо сказываются на печени. Вы, наверное, слышали об алкогольной жировой болезни печени. Есть еще один вид, который называется прямо противоположно первому, то есть неалкогольная жировая болезнь печени. Очень часто люди понятия не имеют, откуда берется вторая разновидность болезни, а причиной является фруктоза. Но что такого плохого в алкоголе и фруктозе? Все дело в том, что расщепить их в состоянии только печень, но печень составляет всего около 1/60 от общего веса вашего тела. Все остальное топливо из жира, белка, глюкозы может быть равномерно распределено между всеми другими тканями, но алкоголь и фруктоза будут проходить только через печень. Поэтому у нас в 60 раз больше шансов перегрузить печень, чем остальные части тела. Любая энергия, которую печень не может использовать в данный момент, превращается в жир, и этот жир быстро начинает засорять печень и распространяться на другие висцеральные области вокруг нее. Поэтому алкоголь и фруктоза оказывают самое негативное влияние. Есть еще две вещи, которые затрудняют работу печени. Это такие гормоны, как инсулин и кортизол. Инсулин реагирует на уровень глюкозы в крови, а кортизол – это гормон стресса, который вырабатывается в ответ на стрессовую ситуацию и, соответственно, повышает уровень сахара в крови, который, в свою очередь, производит больше инсулина. Это похоже на замкнутый круг. Кроме того, с кортизолом связана болезнь Иценко-Кушинга. Это патология, при которой какая-то аномальная ткань вырабатывает гормоны, выходящие из равновесия. И в результате у людей, страдающих этим заболеванием, будет слишком много кортизола, что приведет к чрезмерному количеству жира на животе, и у них будут тонкие руки и ноги, круглое красное лицо, жировой комок между плечами и слабые мышцы и кости. Болезнь Иценко-Кушинга – это ненормальное состояние с аномальными клетками. Но у вас также может быть стресс при совершенно нормальных клетках, которые работают правильно. Постоянный стресс выводит из равновесия организм и заставляет его увеличивать выработку кортизола. Стресс сам по себе не приведет к болезни Кушинга, но может стать очень сильным фактором. Особенно если к стрессу добавить большое количество сахара, других обработанных пищевых продуктов и, конечно, алкоголя. На мой взгляд, один из лучших способов справиться со стрессом – это практиковать расслабляющие дыхательные упражнения и медитации. Давайте посмотрим на фруктозу по сравнению с углеводами в целом. Когда вы едите зерновые культуры, например, рис, овес, пшеницу, кукурузу, хлеб, любые другие формы зерна, вы должны понимать, что они состоят из крахмала. А крахмал – это на 100% глюкоза. Глюкоза может быть распределена равномерно по всему телу, так что она сама по себе не приведет к ожирению печени. А вот вместе с фруктозой она уже будет наносить вам вред. Это большая проблема, потому что фруктоза запускает процесс производства глюкозы в печени, и это ухудшает ситуацию.
Еще одна большая проблема – это сахар, ведь сахар – это на 50% глюкоза и на 50% фруктоза. Если вы съедите 100 грамм сахара, вы получите 50 грамм чистой фруктозы. И это очень быстро начинает забивать печень, поэтому можно наблюдать диабет второго типа у подростков и даже иногда у детей, хотя они и не пьют алкоголь, по крайней мере не должны его пить, но они пьют газировку, которая наносит почти такой же вред. А что же насчет фруктов? Мы всегда слышали, что нужно есть больше овощей и фруктов, чтобы быть здоровыми. Но на самом деле оказывается, что мы должны есть больше именно овощей. Это не значит, что фрукты вредны. Но если мы оглянемся назад, исторически фрукты были сезонными, и в зависимости от того, где вы жили, у вас был один вид фруктов. И у вас не было фруктов со всего мира каждый день в году, потому что тогда это действительно бы стало проблемой. Так как фрукты являются сезонными, это просто помогало вам откормиться на зиму. Зимой вы будете сжигать жир на животе и жир в печени. Фрукты содержат довольно много фруктозы, особенно если мы посмотрим на груши и яблоки. Почти 70% всего сахара в этих фруктах приходится на фруктозу. Поэтому из общего веса около 7% этих фруктов составляет чистая фруктоза. Еще один хороший пример – это арбуз. Фруктоза составляет очень высокий процент, но в расчете на 100 грамм показатели будут немного ниже. В других фруктах содержится около 50%, плюс-минус 5%. Большинство фруктов будет в этом диапазоне, и эти граммы углеводов будут накапливаться довольно быстро. Так что если у вас есть только одно яблоко среднего размера в день, это около 12 грамм фруктозы. А теперь давайте добавим что-то вроде арбуза, который хоть и имеет более низкий процент, но его так легко съесть в больших количествах, как просто выпить лимонад, который хорошо утоляет жажду в летний теплый день. Так что вы спокойно можете проглотить полкило арбуза за короткое время. На полкило арбуза приходится примерно 18 грамм фруктозы. Из этих двух фруктов вы получаете уже 30 грамм фруктозы в день. Чистой фруктозы, которая засоряет вашу печень. Для сравнения, это количество кукурузного сиропа с фруктозой в 500 граммах Кока-Колы. Не забывайте, что 30 грамм – это не общий сахар, это часть, которая приходится на фруктозу. Поэтому, если вы не страдаете ожирением печени и у вас нет резистентности к инсулину, тогда, конечно, вы можете есть фрукты периодически. Но в обратном случае лучше сосредоточиться на овощах. Другое вещество, которое проходит через печень, это алкоголь. И в этом нет никакой тайны. Мы прекрасно знаем, что избыток алкоголя вызывает ожирение и болезни печени, которые являются отличительными признаками алкоголизма. Худшими алкогольными напитками, которые вы могли бы выпить, являются смешанные сладкие коктейли. Я думаю, что вы уже догадались, почему именно они. Ведь на втором месте по вредности после самого алкоголя идет фруктоза. И когда вы пьете смешанный сладкий напиток, вы получаете и то, и другое. Если взять, например, пиво, которое является вторым худшим напитком, вы получите алкоголь вместе с крахмалом. Это не так плохо, как фруктоза, потому что крахмал является формой глюкозы, но он все равно будет повышать инсулин и способствовать ожирению печени. Сухое вино является оптимальным вариантом, потому что в нем будет содержаться крошечное количество сахара, около 1/10 количества, которое вы бы получали из сладкого напитка. И если вообще можно так выразиться, то лучшей формой алкоголя будет дистиллированный спирт. Конечно же, я не рекламирую вам алкоголь, просто хочу рассказать, что с вами делает алкоголь, если вы все же периодически выпиваете. В дистиллированном спирте не будет ничего, кроме чистого алкоголя, поэтому вы получите только одну плохую вещь вместо фруктозы и глюкозы. Несмотря на то, что инсулин – это стресс для печени, сам по себе он не приведет к ее ожирению, а вот алкоголь плюс фруктоза этому сильно поспособствуют. Но когда у вас жирная печень, инсулин будет немного сложнее обратить вспять, потому что инсулин продолжает подталкивать топливо, жир и глюкозу в печень. Поэтому если у вас жирная печень, вы будете резистентны к инсулину. Так что имейте в виду, что жирная печень – это и есть резистентная к инсулину печень. И нужно начать снижать уровень инсулина. Как же это сделать?
Низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров приведет к снижению выработки инсулина. Если же вы хотите сделать еще шаг вперед, тогда вам подойдет кето-диета. Это более строгая форма низкоуглеводной диеты, при которой будет производиться еще меньше инсулина. И как вы уже могли догадаться, меньше всего инсулина будет вырабатываться, когда вы голодаете, потому что вы вообще не потребляете никаких углеводов. И поэтому интервальное голодание может стать эффективным для достижения вашей цели. Теперь мы знаем, что является причиной появления жира на животе и ожирения печени. Следующим важным вопросом будет, как же мы можем это исправить. Первое, что стоит сделать, перестать кормить ваш организм этими плохими вещами, поэтому никакого алкоголя и никакой фруктозы. И вам нужно есть продукты, которые снижают инсулин. И, конечно же, следует научиться справляться со стрессом. Затем нужно сжечь немного жира в печени и преобразовать его в энергию. Голодание снизит уровень инсулина больше, чем что-либо еще. До тех пор, пока инсулин повышен, жир остается неприкасаемым. Мы не можем превратить его в энергию при высоком инсулине. Но когда инсулин падает, этот жир высвобождается, и теперь мы можем его сжечь. Еще одна важная вещь – это увеличение гормона роста. Голодание – это отличный способ увеличить этот гормон. Поэтому инсулин снова будет падать, высвобождая при этом жир. Гормон роста человека повышается и увеличивает сжигание жира. Так что чем дольше мы голодаем, тем больше жира мы сожжем. Итак, давайте обобщим. Чтобы сжечь жир на животе и избавиться от ожирения печени, есть 5 эффективных шагов. Сначала займитесь интервальным голоданием, то есть сократите период времени в течение дня, когда вы едите. Вторая вещь – это придерживаться низкоуглеводной диеты, потому что низкий уровень углеводов будет поддерживать уровень инсулина на низком уровне, поэтому вы попадете в эту зону сжигания жира намного быстрее. Если у вас ожирение печени, само собой вам нужно отказаться от алкоголя, а также от сахара и фруктозы. И пятым шагом будет работа над кортизолом. Здесь очень помогут медитативные дыхательные упражнения. Вы наверняка слышали, что для сжигания жира нужно есть меньше и больше тренироваться. Но мы с вами сейчас говорим не о калориях. Речь идет именно про гормоны. Печень может оставаться жирной, и упражнения ей никак не помогут. Вы на самом деле можете заниматься спортом и иметь жирную печень. Такое тоже бывает. Упражнения не принесут много пользы, но они также и не навредят вам. Конечно, при условии, что вы будете тренироваться правильно. Для этого вам не нужно ходить в спортзал и перетруждать себя тренировками, потому что это как раз-таки и повысит ваш кортизол. Я рекомендую ходьбу или езду на велосипеде в медленном темпе. Это будет отличным вариантом, ведь это поможет увеличить кровообращение. Вы будете расходовать определенную энергию и при этом не будете нагружать свое тело. Так что в этом случае упражнения могут быть очень даже полезными. Если вы хотите узнать больше о правильном питании и здоровом образе жизни, то подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Большое спасибо за просмотр!